Всем привет! Сегодня пятый день винного календаря. Я немножко пропустила тут несколько дней, потому что у нас были фестивали, что-то прямо один за другим. И было просто некогда заниматься распитием, так сказать, в кадре. Вот, и даже на одном фестивале мы там что-то выиграли. Но все-таки надо возвращаться к нашему адвенту и продолжить дегустировать вина вот в этой вот коробке. Сегодня у нас вино под номером 5, и у нас было несколько ставок на это вино. Я напоминаю, что мы теперь угадываем не страну, потому что тут, как выяснилось, страна одна. Вот она в бэкграунде у меня. И даже одна Калифорния. И поэтому мы угадываем сорта. И вот на сегодняшний выпуск у меня есть ставка на Пино Нуар, хотя он у нас уже там когда-то был не так давно, и ставка на Зинфандель, который тоже недавно был, но Зинфандель на этот раз розовый. И, кстати, розовый Зинфандель, он обычно полусладкий здесь, то есть это блаш Зинфандель называется, вот, и, ну, такой тоже бывает, и посмотрим, вдруг он здесь как раз попадется. Вот, а от меня лично была ставка, я еще в прошлый раз сказала, что я думаю, что, возможно, здесь будет шардоне, потому что его еще здесь не было. Сейчас, подождите, у меня тут пришел кот, поэтому вам нужно показать кота. Просто коту очень интересно, когда что-то здесь происходит, и надо обязательно составить компанию. Так что вот сегодня она у меня тут прямо присутствует рядом. Ты хорошая, хорошая. Посмотрите, какая хорошая у нас хорошая. Вот мы какие красивые. Что ж, с помощью кота, на самом деле это кошка, но мы ее зовем кот. Так получилось. Дурное влияние Калифорнии, наверное. С помощью, значит, Мыкунского открываем коробку, открываем номер 5. Давай. Ну что же. Так, вот я вижу, что уже это белое. Это белое, тогда Копер Коркскрю, и это шардоне. То есть я угадала, ура. Значит, приз, сегодняшний балл уходит мне. Вот, про шардоне я обещала как раз рассказать, что калифорнийские шардоне, они обычно выдерживаются в дубовых бочках, и поэтому они такой имеют интересный, маслянистый, сладковатый аромат, то есть у них более такой ванильный, что ли, даже такой интересный у них. Вот, то есть, допустим, если взять французские, там какие-нибудь бургундские шардоне, то они намного более такие кислотные, минеральные, как бы более криспи, а вот калифорнийские шардоне, они совсем другие. Они прям, ну, для тех, кто любит, наверное, все-таки послаще. Ну, то есть они сухие при этом все еще, но как бы они, ну, намного такие более ароматные в другую сторону, нежели французские шардоне. Так, я совсем забыла, что у меня вот есть елка, потому что, ну, все-таки уже Новый год совсем на носу, и она даже немножко пахнет. Оставлю ее здесь с краешку, чтобы она создавала нам настроение предновогоднее. Так, ну что, буду открывать. Так, опять оно так не открывается. Эх, да что ж такое? Как же они их так закрывают, что даже вот с этой штукой невозможно открыть. Так, хорошо. Открыть удалось. Хрусталь. Хрусталь. Кстати, вот сегодня тот редкий день, когда мне никуда не надо, и можно даже налить немножко побольше. Вот, но поскольку это все-таки белое вино, мне бы хотелось его охладить, поэтому я не буду сейчас наливать много, я остатки охлажу и допью попозже. Ну вот да, вот он пахнет какими-то, даже не знаю, такие ананасы в шампанском.
какой-то ванильный бисквит. Такой какой-то праздничный пирог здесь, мне кажется. Ну, какие-то там фруктики, то есть такой фруктовый, там, с цукатиками, с ананасиками, с ванилью. Вот, есть, кстати, итальянский, по-моему, такой кекс. Он вообще похож на наши куличи на Пасху, но они его делают на Рождество. Ой, не могу вспомнить, как он называется, но он продается вот здесь во всех магазинах, в Костко. Ну, он довольно такой вкусненький, то есть там изюмчик. О, вот, у нас опять. Ну что, я буду пробовать. Да, оно прям такое, прям сладенькое-сладенькое. При том, что напоминаю, что это сухое вино. Да, такое очень приятненькое, совершенно вот в стиле калифорнийского шардоне. Со всеми вот этими вот ванильно какими-то фруктовыми ароматами. Да, спелые фрукты, сбалансированная кислотность. Ну, кислотность здесь прям такая совсем легкая. В общем, если у вас изжога, можно смело пить это вино. Как бы изжоги не будет. Так, вот, да. Бочка была. Дубовая бочка, французский дуб. И добавляет он, значит, вот многосложности вот этому вину. Ну, да, действительно, вот выдержка в бочке, она создает совершенно определенное настроение для шардоне. Почему-то французские шардоне не выдерживают в бочках, а наши шардоне выдерживают именно во французских дубовых бочках. Вот интересно, почему. Вот сочетается это хорошо с meaty fish, то есть рыба, мясная рыба. Забавно, конечно, так звучит. Ну, мясистая рыба, наверное, так можно сказать. Также с курочкой, дичь, наверное, так. И даже свинину предлагают нам вот к этому шардоне. Но я думаю, что вот какая-нибудь свинина там в ананасах, я не знаю, помните, у нас вот было блюдо такое праздничное, мясо по-французски называлось. Вот там иногда туда даже клали кусочки ананасов, то есть это было какая-то там отбивная свиная или говяжья, или там что-то. Ну, короче, какое-то было там мясо. Ну, много-много майонеза, был сыр. Ну, и вот в каких-то случаях туда клали ананасы. Я вот думаю, что как раз такое вот блюдо с ананасами, оно сюда вот к этому вину прекрасно подойдет. Я не скажу, что я большой любитель именно калифорнийских шардоне, потому что, ну, как бы мне по стилю больше нравятся французские, более кислотные, они более такие сдержанные, и больше они к морепродуктам идут, больше к такой, как сказать, прямо под устрицы, под, не знаю, креветки, там что-то такое. Вот, но вот это шардоне, оно действительно, его можно с мяском, можно с сырком. Да, в принципе. Вот, кстати, знаете, хороший был бы, наверное, пейринг к нему сыр с плесенью и, допустим, с грушей. Там можно горгонзола с грушей, а можно камамбер запеченный тоже с грушей. Офигительно вкусно. И вот с этим шардоне будет очень хорошо сочетаться. Что ж, давайте делать ставки на следующий раз. То есть у нас уже были... Ну, что у нас было? Пино-нуар у нас был, шардоне у нас было пино-гриджио, зинфандель. И что-то у нас, я еще что-то забыла какое-то, по-моему, еще какое-то. Розе еще у нас было, да, просто розе, не без указания сорта. Вот, ну то есть, в принципе, еще достаточно сортов осталось, чтобы угадывать. И осталось у нас еще 7 бутылочек. Вот, что я хочу сказать, что в Калифорнии вообще растут, ну, почти все возможные сорта, очень много сортов здесь растет, поэтому, в принципе, я думаю, что там еще много разных будет сортов впереди, и мне прям интересно даже, несмотря на то, что у нас вот такая коробка получилась чисто калифорнийская, но в этом даже есть своя прелесть, что мы вот рассматриваем прямо все variety, разнообразие калифорнийских вин. И это, кстати, очень классно, потому что у меня, кстати, даже есть лекция по калифорнийским винам, я ее провожу
так сказать, в кругу друзей. Если кому-то интересно послушать эту лекцию, оставляйте заявки. Может быть, я ее организую когда-нибудь онлайн. Вот, то есть там я рассказываю как раз про калифорнийские вина. Ну, у нас с вами вот, в принципе, получается такая экскурсия по калифорнийским винам. Ну, у нас все меньше времени остается до конца года, до праздников, и как-то вот время ускоряется, и мне нужно, видимо, с календарем тоже немножко ускориться, не делать таких больших перерывов. Так что я надеюсь, что следующий выпуск я запишу все-таки послезавтра, в среду, и жду ваши варианты вина на следующий выпуск в комментариях в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме, на Ютубе, в общем, где вам удобнее. И скоро увидимся. Cheers!